Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня в таком прекрасном месте делаем расклад на события ближайшего будущего. Какие события в вашей жизни вы можете увидеть в вашем ближайшем будущем? Так, что-то здесь о паре говорят, о двух людях, которые создают эту пару. Что за события вашего ближайшего будущего? Так, ну, во-первых, тут будет какое-то сообщение от человека, который с вами, либо, в общем, которого вы знаете, у которого к вам либо постоянные чувства, либо что-то такое, что давно зародилось, да, то есть у него к вам какие-то постоянные чувства. Это будет верность человека. Ждите прихода новостей именно от него. Человек был закрыт от вас долгое время, сейчас он как-то проявляется. А кто же это? Давайте спросим, кто же это? Кто же это? Кто же этот человек? Не выходит. Человек, который, ну, сам как персона, он не хочет выходить, но человек рассказывает о нем. Очень яркая личность. Сам себя вот как-то, знаете, как наказывал. Очень трудная дорога у него была. Что это за человек? Что это за человек? Из вашей семьи, может быть, либо связан с тем, что... Да, из вашей семьи, девочки. Человек, ситуация будет связана с деньгами, довольно денежный человек. Или потенциал, да, знаете, вот как потенциал, когда человек хочет строить семью, и он проявляется для этого. Сейчас будем дальше разгадывать. Что еще? Смотрите, тут у нас дно колоды показывает лисичку. Так и хочет показать. Вот это проявление у него будет довольно-таки хитрым. Скрывать будет что-то. Кто же этот человек? Кто же этот человек? Ну вот говорят о какой-то закрытой личности, семейной ценности. Кто ты? Девочки, вам очень скоро напишет человек, с которым у вас была ссора. Вот либо ссора, либо ну, просто какие-то разногласия. Он как примирение хочет. Вы его отсекли когда-то в своей жизни. А что он хочет вообще? Примирение? Что он будет говорить? Зачем он звонит? Зачем пишет? Да. Хочет восстановления любви, мои дорогие. Боже, как я надеюсь. Да, восстановление хочет. Будет вам писать, звонить, приходить. Какой-то человек, который хочет с вами восстановления из далекого прошлого. Знает вас, вы его знаете. Какие-то верные, старые чувства у него к вам. Хорошо, а вы к нему вообще что-то чувствуете? Чувствуете ли вы что-то к нему? Чувствуете ли вы? Вы знаете, вы думаете, что что-то есть в этом человеке, да, какой-то ключик в нем есть. Что-то, то, что вам очень близко, но чувство у вас такое, знаете, как будто бы разгадать его, да, разгадать его план, зачем ты пишешь. Какой-то интерес такой, игривость есть у вас к этому человеку. Я не вижу, что у вас прям такие чувства есть. Но он вам нравится. Он как закрытая книга. Выходит в самом последнем буквально триплете. Кстати, мужчина вам по судьбе, мои дорогие. По судьбе. Будет что-то предлагать. Возможно, какой-то отдых, возможно, что-то связанное с этим. Захочет прогуляться, пройтись. Ищет каких-то к вам подходов, путей. Да, видимо, есть у него особый интерес к вам. Он о будущем будет говорить, девочки. Какой-то человек с вами будет говорить о будущем. Это его сообщение вам. Сейчас он продумывает его. Сообщение о будущем. Возможно, вместе сойтись, жить, да, то есть что-то такое, как планирование будущего, мои дорогие.
Он будет предоставлять вам выбор. Вот буквально ждите. Человек, мужчина будет к вам проявляться. Так, вот такое вот событие ближайшего будущего у вас будет. Одно. Давайте смотреть еще. Мне мало. Я думаю, что не только это будет. Еще посмотрим одно событие. И дальше посмотрим, может, еще. Что еще будет в самое ближайшее будущее? Так, что еще в самое ближайшее будущее? Ключевой человек, мужчина, все-таки покажет вам какой-то путь, дорогу. Вы знаете, вы все равно показывает вот именно эту ситуацию, я чувствую. Может быть, у вас, конечно, второй есть человек, да, второй мужчина, который вам тоже будет что-то предлагать, какие-то планы на будущее строить. Но я тут вижу мужчину, который, знаете, он как вам даст какой-то ответ на какой-то ваш вопрос. И вот этот ответ, да, он включать будет в решение самого себя, да, то есть он как решение будет вашего вопроса. Будет речь идти о какой-то удаче, да, то есть, возможно, это действительно как шанс какой-то ваш. Но здесь присутствует такой элемент жертвенности, знаете, как будто бы вы чем-то жертвовать, то есть вы как чувствовать будете что-то, с чем-то надо пожертвовать. А чем вдруг пожертвовать? Любовь, красотой, любовью, красотой, девочки, и знаете как? Свободой, что ли? Как интересно. Ладно, дальше. А что он вам будет предлагать? Вот это решение, короче, мужчина, который будет вам предлагать какое-то удачное решение вашего вопроса. Что именно он вам будет предлагать? Так. Что это ты предлагаешь такое? Ага. Так, смотрите. Возможно, решение каких-то проблем ваших, да, то есть он именно это предлагает, именно ваши проблемы решить, потому что он выступает здесь как друг, который может эти проблемы не то что решить, а нивелировать, максимально нивелировать, они для него не проблемы. То, что для вас казалось трудным, невероятно сложным, даже опасным иногда, да, он закрывает этот вопрос, то есть он говорит, что эта проблема решима. Ваша жизнь может поменяться кардинально. Да, где-то в лучшую сторону, но мне жертвы не понравились, девочки. Еще раз, что же он вам предлагает? Ну, смотрите, если это здесь о любви, здесь семейные отношения предлагают. Угу, переезд. Почему жертвы такие странные? Если здесь не о любви, то здесь предполагается как-то совместное ведение, возможно, какого-то дела, да, какого-то предприятия, совместный рост с большим потенциалом. Но почему-то есть какая-то жертва здесь. Она закрыта пока от вас. Вы ее не чувствуете, не ощущаете. Хотя немножечко, ну как, вы ее не видите, но ее можете ощущать интуитивно, если у вас развита интуиция. Но раз здесь показали эту карту, все-таки здесь интуиция развита. Прям вот акцентируют именно на этом внимание. Так, что же ты будешь дальше? Что же ты будешь предлагать? Ну, во-первых, он предлагает сам себя, любовь, но, мои дорогие, он предлагает защиту, вот будто бы защиту, но для вас эта защита кажется немножко как клетка, может быть там золотая, да, но клетка, все-таки клетка. У вас будет какое-то решение, я вижу здесь такое, да, вы будете очень мудро подходить к этой ситуации. В чем это будет заключаться? Давайте посмотрим. Вот это ваша мудрость. Ага, так, резко. Мудрость. Тут о каком-то результате вы будете говорить с ним. Вот именно его провоцировать на какое-то решение. Вы можете вообще резко ответить. Вот я не знаю, тут мудро это или нет, вы просто можете резко отказать. Либо резко отсечь что-то. Что ты будешь отсекать? Какие-то сомнения. Так, смотрите, я вижу разговор, когда человек вас может в чем-то что-то спрашивать, да, возможно, задавать какие-то вопросы такие каверзные, да, почему ты это делаешь, почему ты так поступаешь, вот не ради ли денег, либо не ради ли чего-то,
ты говоришь очень резко на эти слова. То есть вот какие-то подозрения со стороны человека ты отсекаешь моментально. И даешь себе время на подумать. Что ты выбираешь? Ты выбираешь какие-то трудности, вот так вот. Прям очень серьезные трудности выбираешь. Куда-то будешь лезть в какую-то гору. Сама ли будешь ехать лезть или в паре? Лисичка хитрая, блин. Вот ты самостоятельная, не хочешь ты. Смотри, вот интересно. Ты ищешь свое счастье, и ты найдешь его. Ты прям вот так, знаешь, как будто бы уверена. Ты понимаешь, что если тебе предлагают какую-то золотую, но все-таки клетку, ты можешь поставить свои условия. То есть ты, грубо говоря, ставишь свои условия. И выигрываешь. Потому что для тебя будущее твое, и твое спокойствие, твое пространство, твоя свобода, она для тебя очень важна. Интересно, как ты решишь этот вопрос. Но с другой стороны, ты выиграешь тем, что у тебя будет стабильность и свобода. Как это ты сделаешь? Я прям вот не знаю. Жди все-таки от человека. Это известие, это может быть, если ты с ним вот находишься в одной комнате, у него рождается идея, он подходит к тебе, да, и сообщает тебе о чем-то. Если ты давно не видела, как тут вот говорилось, ранее закрыт, а потом бац, проявляется. Это прям вот сообщение, какое-то письмо, но с каким-то тайным смыслом, да, тучки, которая развеется, здесь говорят. Тайный смысл, потому что он видит в вас пару, но есть какие-то третьи лица, девочки дорогие, которые мешают. Он видит в вас такого человека, который ему импонирует сейчас и для жизни нужен. Вот так вот. Все о любви, да, о любви. Хорошо. Ну, может быть, здесь просто были отношения, например, какие-то не любовные, а бизнес-отношения тоже может быть. Тоже отношения. Еще одно событие, девочки. Я хотела посмотреть там что-то такое, например, о работе, да, о вашем творчестве, о бизнесе. Что-то хотят сказать о деньгах, может быть. Давайте посмотрим на эту сторону. Давайте посмотрим, что еще ожидать. Так, что говорят действительно о том, что вы мечтали, то, что было для вас когда-то закрыто, то, чем вы могли там, допустим, уже, как говорить, что оно не сбудется никогда, отдавая вот на, вот этот ложе жертвы свою мечту, вы понимаете, что каким-то спокойным, легким образом Вселенная вам ее начинает реализовывать. Вы находите какое-то решение, да, с помощью человека. Но самое интересное, вы входите в какое-то новое общество с помощью этого человека, вы достигаете большего. Те люди, которые вам доставляли, которые доставляли вам какие-то, там, подозревали вас в чем-то, обвиняли вас в чем-то, либо, может быть, не доверяли вам, либо, знаете как, подтрунивали над вами, не верили в ваши силы. Они начинают искать к вам путь-дорожку для того, чтобы вы дружили с ними. Чего ожидать? Известие, где нужно будет принимать действительно очень взвешенное, но резкое решение, потому что это будет сложный выбор для вас. Чего ожидать? Вы будете полностью меняться. Вот ваше мышление, оно приобретает какой-то новый лоск, новый оттенок. Вы становитесь совершенно другой женщиной, либо другим мужчиной, да, другим человеком. Вы что-то далеко хороните. Абсолютно что-то далеко хороните. Смотрите, вы говорите, что я не ищу стабильности, я ищу прекрасных отношений, вот такой вот, да. Это будет. Но самое интересное, любовь будет. У вас будет любимое дело, которое будет дома. У вас будет человек любимый, который подарит этот дом. Как прикольно получается. Тут как ни крути, говорят вперемешку сейчас обо всем и сразу, да. Про деньги я ничего не услышала. Стабильно будет в деньгах. Ой, вы будете тратить их налево-направо. Причем у вас, возможно, какое-то
сомнительное партнерство, будьте осторожны, будьте хитры в этом плане. У вас раскроется этот элемент, когда вы, может, не проявите неосторожности, будете доверять человеку, но этот человек вскроется, его хитрость. Но лучше заранее, да, вы поймете, кто там, кто есть кто, и усложните им задачу движения к вам, этих людей. Это может касаться бизнеса, работы, вашего любимого дела. Преодолевая препятствия, вы достигаете невероятных высот, невероятного успеха. Вас буквально подхватывает волна, да, и движет к новым каким-то достижениям. Это, знаете, как вот большому кораблю большое плавание. Вот это идет, девочки. Находите отдушину в творчестве и приобретаете, знаете что, такую уверенность, что у вас в жизни есть человек, который тоже делает подобное, может быть, просто в другой сфере, любое, но он тоже как-то занят, и у вас какая-то вот такая взаимная поддержка, взаимное вдохновение от вот этих вот энергий, которые вы вкладываете в свое дело, да, и этот человек в свое дело. Возможно, даже если вы разным чем-то занимаетесь, каждый чем-то своим, каким-то своим творчеством, своим любимым делом. Ну и я так скажу, это будет большой потенциал к развитию, это и деньги, и потенциал, допустим, если там сеть какая-то, да, ну вот открывая один филиал, да, вы можете открыть второй и так далее. Это если бизнес, да, если работа, вы действительно приобретаете такое качество профессионала, и вы достигаете больших высот. Это движение, это ваша новая жизнь. Тут вы знаете как, завершение идет первая карта, которая говорит, что это как новый этап в вашей жизни, резкий новый поворот. Но остерегайтесь, пожалуйста, все-таки вот резкое движение какое-то, да, оно предполагает то, что вы можете случайно не заметить вот эту змею, которая под ногами. Будьте осторожны. Такой вот сегодня был расклад, мои дорогие. Я надеюсь, что было все слышно. Я сейчас проверю по звуку. Если что, подкручу немножечко звук, чтобы вам было слышно. Надеюсь, вы насладились минимально природными условиями. Буду с вами прощаться, мои дорогие. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодарю. Вам отдыха в эти прекрасные дни. Если даже работаете, получайте наслаждение от работы и умейте после сложной работы какой-то, да, вашей любимой работы, я очень надеюсь на это, хорошо отдохнуть. Ну что, мои дорогие, буду с вами прощаться. Пускай вам в разы больше возвращается от того, что вы сюда вкладываете. Пока-пока.